Здравствуйте. 6 декабря 2024 года весь мир следил за танго двух влиятельных фигур: министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского журналиста Такера Карлсона. Интервью, снятое в Москве, было посвящено продолжающемуся конфликту на Украине и его глобальным последствиям. Слова Лаврова, произнесенные с характерной для него спесью дипломатии и непоколебимости, позволили еще раз увидеть коррида, зацепки, энтрады и другие фигуры этого популярного танца в исполнении кремлевского функционера и американского переговорщика. Интервью было непростым нейтральным обменом мнениями. Это была продуманная двусторонняя попытка повлиять на общественное мнение и продвинуть российскую версию событий на мировой арене. Аргументы Лаврова, часто представленные как само собой разумеющиеся истины, требуют тщательной и скрупулезной проверки. Его интервью, хоть и легкое по форме, содержало характерные Кремлю упущения, искажения и откровенную ложь. Понимание контекста заявлений Лаврова и сопоставление их с проверяемыми фактами необходимо для того, чтобы раскрыть правду, скрывающуюся за вычурной риторикой. Мы с вами разберем ключевые утверждения Лаврова, предоставив сбалансированные и фактические контраргументы его повествования. Центральное место в повествовании Лаврова занимает изображение Соединенных Штатов как главного зачинщика конфликта на Украине. Он утверждает, что США посредством своей непоколебимой военной поддержки Украины намеренно разжигают огонь войны и подталкивают мир к катастрофическому противостоянию. Он утверждает, что предоставление современного оружия – это не помощь стране, находящейся в осаде, а скорее попытка ослабить Россию и утвердить американское господство. Однако рисуемая Лавровым карикатура действительности игнорирует исторические реалии и цепь событий, которые привели к нынешнему кризису. Она достаточно неуклюже обходит стороной собственные действия России, такие как аннексия Крыма в 2014 году, поддержка сепаратистских движений на востоке Украины и полномасштабное вторжение, начатое в феврале 2022 года. Эти действия, являющиеся грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, неоспоримая первопричина конфликта, которую Кремль отказывается признать таковым. Поддержка США и НАТО, хотя и значительная, но по сути является реакцией на российскую агрессию, необходимой мерой, чтобы помочь Украине защитить себя и предотвратить дальнейшую эскалацию. Далее Лавров пытается дискредитировать Украину, изображая ее как простую марионетку Запада, пешку в геополитической игре, организованной Соединенными Штатами. При этом он отрицает легитимность избранного правительства Украины и утверждает, что его действия являются действиями, диктуемыми Вашингтоном. Этот наезд служит двум целям: попытаться лишить Украину права на борьбу за самосохранение и снять с России ответственность за огромные страдания, причиненные украинскому народу. Реальность, однако, гораздо сложнее. Хотя Украина, несомненно, получает выгоду от западной поддержки, как военной, так и экономической, она все же является суверенным государством со своими собственными интересами и стратегическими целями. Украинский народ демонстрирует замечательную стойкость и решимость перед лицом российской агрессии, о чем свидетельствует его упорное сопротивление и успешное контрнаступление. Пожалуй, самым тревожным аспектом интервью Лаврова было его небрежное упоминание ядерной угрозы, сделанное как бы вскользь. Он заявил, что риск ядерной войны сейчас
выше, чем во время Карибского кризиса, возлагая всю вину на США за их предполагаемые провокации и отказ от конструктивного диалога. Эта риторика, хотя и не заявляет прямо о намерении применить ядерное оружие, служит леденящим кровь напоминанием о российском ядерном арсенале и его потенциальной роли в конфликте. Важно отметить, что Россия – единственная сторона в этом конфликте, которая открыто размахивает ядерной дубиной. Заявление Путина в 2023 году о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси в сочетании с приостановкой участия России в договоре о СНВ-3 значительно усилило глобальную тревогу. Эти действия отнюдь не оборонительные, являются преднамеренными попытками запугать Запад и остановить дальнейшую поддержку Украины. Ответственность за эскалацию ядерной угрозы лежит исключительно на России. В попытке продвинуть свою версию событий Лавров обрушивается с критикой на западные СМИ, обвиняя их в том, что они являются рупором западных правительств и намеренно искажают правду о конфликте на Украине. Он утверждает, что западные СМИ, ослепленные своей антироссийской предвзятостью, представляют искаженную и неполную картину событий, не позволяя миру увидеть конфликт с точки зрения России. Хотя верно, что средства массовой информации по своей природе отражают взгляды и предубеждения своих обществ, обвинять все западные СМИ в том, что они являются монолитной пропагандистской машиной, грубое упрощение. Западные СМИ характеризуются разнообразием точек зрения и традиций журналистских расследований. Но все же, несмотря на конфронтационный тон своего интервью, Лавров дает слабый проблеск надежды на будущее отношений между США и Россией. Он предполагает, что смена администрации США может открыть путь к улучшению отношений, намекая на то, что диалог и сотрудничество возможны при новом руководстве. Однако это заявление просто уничтожается его утверждением, что США по своей сути движимы стремлением к глобальной гегемонии. Это взгляд, глубоко укоренившийся в мировоззрении Кремля. Реальность же такова, что политика США в отношении России оставалась и остается удивительно последовательной при разных администрациях, независимо от их политических взглядов. Основное внимание неизменно уделялось и будет уделяться сдерживанию экспансионистских амбиций России, поддержанию международного порядка, основанного на правилах, и защите суверенитета своих союзников. На протяжении всего интервью Лавров делает ряд конкретных заявлений, которые являются явно ложными или вводящими в заблуждение. Эти заявления, часто преподносимые с видом авторитетности и убежденности, предназначены для того, чтобы посеять сомнения, подорвать доверие к установленным фактам и продвинуть российскую версию событий. Приведем некоторые из этих заявлений. Американские военнослужащие запускают ракеты. Лавров ложно утверждает, что американские военнослужащие непосредственно участвуют в запуске ракет по российским целям. Это явно не соответствует действительности, хотя США предоставили Украине современные ракетные системы, такие как «Хаймарс». Эти системы управляются исключительно украинскими силами. Россия не начала войну. Это, пожалуй, самая вопиющая ложь Лаврова. Россия является агрессором в этом конфликте, начав полномасштабное вторжение на Украину в феврале 2022 года. Зеленский не был избран демократическим путем. Лавров пытается подорвать легитимность президента Украины Владимира Зеленского, утверждая, что он не был избран демократическим путем. Хотя
верно, что выборы на Украине в настоящее время приостановлены из-за военного положения. Президентство Зеленского остается конституционно действительным. Интервью Лаврова с Такером Карлсоном вызвало шок в мировом медиапространстве и породило бурные дебаты и анализ. Для многих на Западе оно предоставило редкую возможность бросить тревожный взгляд на мышление Кремля, подтвердив их худшие опасения по поводу намерений России и ее готовности искажать правду. Интервью укрепило восприятие России как все более изолированного и непредсказуемого игрока на мировой арене, еще больше подорвав ее и без того пошатнувшуюся репутацию. В других частях мира, особенно в странах с историей антизападных настроений, послание Лаврова нашло больший отклик. Его обвинения США в лицемерии, двойных стандартах и стремлении к мировому господству затронули существующее недовольство и подлили масло в огонь антизападных настроений. Интервью стало пропагандистской атакой России, усилив ее посылы и вызвав сочувствие к ее позиции. Хотя интервью Лаврова мало что дало в плане конкретных решений, оно подчеркнуло острую необходимость в диалоге и дипломатии, чтобы предотвратить дальнейшее развитие конфликта на Украине. Интервью послужило суровым напоминанием о глубоком недоверии и враждебности, существующих между Россией и Западом, а также о препятствиях, которые необходимо преодолеть, если есть хоть какая-то надежда на мирное урегулирование. Движение по пути к миру на Украине потребует от обеих сторон как компромиссов, так и максималистских позиций. Россия должна признать свою роль агрессора, прекратить военные операции и вступить в добросовестные переговоры. Запад со своей стороны должен быть готов предоставить России гарантии безопасности, учесть ее законные опасения и работать над новой архитектурой европейской безопасности, которая уважает интересы всех заинтересованных сторон. Все это, конечно, замечательно, но вот незадача. Танго не танцуют втроем. Если на дуэт Зеленского и Байдена можно так-сяк смотреть, то такое новшество, как танго втроем, это что-то из области кинематографа легкого жанра. В таком случае, очевидно, данный прецедент вполне определенно войдет в свой привычный классический стиль, и Зеленский из партнера превратится в стороннего наблюдателя за фигурами, которые на международном танцполе выписывает Трамп в паре с Путиным. Единственное, что остается Зеленскому в данной ситуации, да и, пожалуй, другим претендентам на би и прочую многополярность, это обеспечение своей субъектности, суверенным правом собственности на стратегический ядерный потенциал. В случае продолжения конкурса в данном формате право сильного уже теряет свой сакральный смысл, и самый, казалось бы, незначительный участник, такой как Украина или, например, Буркина-Фасо, а может быть даже один отдельно взятый гражданин страны, суверенитет и территориальную целостность которой нарушил танцор с 6000 ядерными боеголовками, с изящной легкостью может взмахнуть, казалось бы, небольшой, но ядерной дубиной, и поскольку ему терять будет уже нечего, преспокойно отправит в райские или иные обители, ставшую снова великой Америку вместе со вставшей с колен Россией. Спасибо, друзья, за внимание. С вами был Валерий Табаков. До новых встреч.